Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке мы будем вязать вот такой шопер. Он небольшого размера, с прямоугольным дном. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Так вы вдохновите меня снимать больше видео. Для вязания нам потребуется хлопковый шнур 4 мм, крючок под вашу плотность вязания, я взяла 4,5 мм, и маркеры. Также вы можете использовать полиэфирный шнур 4 или 5 мм. Приступим к вязанию. Соединение мы будем делать хвостиком, и хвостик нам нужно оставить где-то около 2 метров. Мы будем вязать прямоугольное дно, и чтобы определить, сколько воздушных петель нам нужно связать для донышка, нужно сначала определиться с его размером. У меня будет донышко 20 на 8. Таким образом, я делаю 20 минус 8, получаю 12. И 12 это получается 12 сантиметров. Таким образом, мне нужно связать цепочку из воздушных петель 12 сантиметров. Вы можете также связать либо такой же прямоугольник, как у меня, 12 сантиметров, или выбрать свой размер. Точнее, не 12 сантиметров прямоугольник, а 12 сантиметров косичка будет, то есть воздушные петли. Вот, у меня получилось 12 сантиметров. Я делаю одну воздушную петлю подъема. Вязать мы будем под верхнюю дужку косички и за заднюю перемычку. Вводим крючок во вторую косичку от крючка, то есть вот первую пропускаем, вот вторая. Вводим крючок под дужку и вот под перемычку. Так вот, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Также вяжем во вторую петлю. Вот она, верхняя дужка петли и перемычка задняя. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда вот этот узелок. Теперь нам нужно развязать. Вытягиваем оттуда полностью наш хвостик и затягиваем. Теперь нам нужно развернуться на эту сторону. Для этого мы провязываем в последнюю петлю еще 2 столбика без накида. Хвостик наш прокладываем вдоль ряда. Мы его будем вязывать, чтобы он у нас вышел на другой стороне. Здесь вот образуется небольшое отверстие, мы его стягиваем с помощью хвостика. И далее будем вязать вот за эти перемычки. Не забываем прокладывать хвостик. Так вяжем до конца ряда. Провязали, и теперь на этой стороне нам нужно провязать только одну петлю вот под эту перемычку, так как у нас уже здесь одна провязанная есть петля и наша петля подъема.
мы вот под последнюю перемычку провязываем один столбик и делаем соединение. Вытянули рабочую нить, теперь подхватываем хвостик и провязываем через 2 петли. После этого вводим крючок вот под эту петлю, которая, то есть уже на другой стороне. Подхватываем хвостик. И выводим его. Переворачиваем изделие и вводим крючок за заднюю дужку и в середину косички. Снова берем хвостик и полностью выводим. Поправляем все наши столбики аккуратненько. Вот. Можно сказать, получилась такая вот у нас заготовка. В следующем ряду, уже во втором, мы будем делать прибавки, формировать углы. Я пометила маркером эти места, то есть где вот скругление, где вот мы делали прибавку, горизонтальная петля, мы в нее будем вязать один столбик без накида, а в боковые петли по 3 столбика без накида. Вязать, вот он, наш первый столбик, мы в него сейчас будем вязать. Вот мы тянем наш хвостик, и отсюда выходит вот этот первый столбик. В него мы будем провязывать. Здесь сейчас не очень хорошо видно, откуда выходит столбик, но внимательно смотрите, чтобы вот с этой стороны крючок выходил вот между 2 столбиков, чтобы он был. И провязываем 3 столбика сюда. Второй столбик мы помечаем маркером. Следующий горизонтальный столбик мы должны провязать 1 столбик. Здесь горизонтальный столбик сначала сложновато попасть. Я взяла крючок поменьше. Тут вот, чтобы также выходил между 2 столбиков крючок. И вводим нашу ниточку. Теперь я уже подхватываю крючком и провязываю. И в следующий столбик я провязываю 3 столбика. Дальше мы вяжем столбиками без накида в раскол. Довязали до помеченного маркера и в него провязываем 3 столбика без накида. Здесь также вот раздвигаем, и вот она наша петля, куда нужно сейчас наш столбик провязать 1 столбик.
Делаем демаркер, вяжем 3 столбика. И после чего мы вяжем до конца ряда столбиками без накида в раскол. Вязали до угла и будем делать соединение. Снова из последней петли вытаскиваем рабочую нить не до конца, подхватываем хвостик и провязываем 2 петли на крючке. Вводим крючок под горизонтальную петлю, берем хвостик и выводим его. Переворачиваем, вводим крючок под вот эту перемычку и в середину косички. Все подтягиваем аккуратненько. Далее будете вязать так из ряда в ряд. Нам надо провязать 5 рядов, формируя углы и делая одинаковые соединения. Связали донышко нужного нам размера, отпарили его и потом желательно положить еще под пресс, чтобы оно было достаточно прямое. После его высыхания продолжаем к вязанию. У меня вот получилось 20 сантиметров на 8, как я и хотела. Приступим к поднятию стенок. Хвостик откладываем, рабочая нить. Вводим крючок в то место, откуда выходит хвостик. Вводим его в середину косички и под заднюю перемычку, вот под эту. Подхватываем рабочую нить и вяжем столбик без накида. В следующий столбик вяжем также в середину косички и за заднюю перемычку. Таким образом вяжем до конца ряда. Провязали до конца и делаем соединение так же, как на донышке. Вытягиваем рабочую петлю, но не провязываем до конца. Берем хвостик и вытягиваем его через 2 петли. Подтягиваем наш столбик, вводим крючок под первую горизонтальную петлю, выводим хвостик, подтягиваем все, переворачиваем, заводим крючок за заднюю дужку и в перемычку, и в середину косички, и провязываем наш хвостик. Петельки подтягиваем, чтобы все было наравне и аккуратно. И начинаем формировать наш узор. Стенки можно вот так вот уже приподнять, помочь им, так сказать, чтобы они приподнимались. Начинаем формирование узора. Заводим крючок под один столбик и как немножко в бок. То есть мы не как в раскол, как всегда вяжем, а немного влево уводим. То есть крючок выходит сзади, не между столбиков. Вытягиваем нить и провязываем.
Также идем в следующий столбик. Вводим крючок под левую петлю, да, под один столбик. И сзади выходит вот так. Провязываем столбик без накида. Так мы вяжем в каждый столбик. Не забывайте о том, что не нужно сзади выводить крючок между двух столбиков. Нам нужно, чтобы наши столбики немножко уходили влево. Таким образом вяжем до конца ряда. Делаем соединение, провязываем последнюю петлю, провязываем не до конца рабочая нить, теперь подхватываем хвостик. Заводим крючок под горизонтальную петлю. И выводим хвостик назад. Петельки выравниваем, все подтягиваем, заводим крючок под заднюю перемычку у последней петли и в середину косички. Подхватываем хвостик и выводим его. Последнюю петлю подтянули, там рабочую нить, чтобы она была наравне с другими. Также подтягиваем хвостик. Все выравниваем. И второй ряд готов. Ввожу крючок так же, как и до этого, левее и не в раскол. Столбик без накида, также в следующий. Таким образом нам нужно провязать 15 рядов. Узор и соединение из ряда в ряд одинаковое. Всегда вяжем, вот заводим под перемычку, да, и в левую сторону вводим левее. И не вяжем, крючок не выходит сзади между столбиков, а выходит в левую сторону. Таким образом у нас получается такой узор косой немного, да? Так вот столбики у нас идут вверх. Я провязала сумочку до нужного мне размера. Получается почти 16,5 сантиметров. И сейчас мы приступим к вязанию ручек. Я уже отметила все маркерами. Вам нужно посчитать сначала общее количество петель. У меня получилось четно 64 петли. Если вы вязали такое же дно и сумку вязали таким же размером в высоту, то у вас должно получиться такое же количество петель. Если, допустим, у вас получилось не 64 петли, а 65, это не критично. Просто, желательно, чтобы оно, конечно, было черным, чтобы ручки были ровненькие. Я поделила стороны. Здесь я отметила маркеры по бокам, чтобы также ровно посчитать количество петель, которые здесь.
и петли посередине между маркерами. Их 14 и считая вместе с маркерами 16. В места, где маркеры, мы также будем провязывать столбики без накида. В общем количестве столбиков без накида, считая с маркерами, должно быть 16. Здесь у меня от этого маркера до бокового 8 петель, также со всех сторон. Если у вас, допустим, 65 петель, вы можете с одной стороны оставить, естественно, там 7 петель, да, с другой 8. Приступим к вязанию ручек. Я вот провязала первый ряд с одной стороны. Хвостика у меня осталась достаточная длина хвостика, я провязала. Вот здесь вот у нас осталась рабочая нить, нам нужно ее обрезать. Но обрезать так, чтобы еще спрятать кончик между стенок. Да, я вот так вот обрежу. И потом спрячу кончик. Теперь я покажу вам, как нужно начать вязать. Оставляем хвостик, так как мы потом его будем ввязывать в ряд, нам нужно оставить и прятать. Вводим крючок туда, где у нас висит маркер. Также вводим вот под нить и в левую сторону, чтобы крючок не выходил в раскол. Подхватываем наш хвостик, провязываем первую петлю. Далее вяжем также следующую петлю, чтобы у нас везде был одинаковый рисунок, как и переходу к ручке, так и на самой сумке. Вяжем таким образом до маркера. Последнюю петлю, где маркер, провязываем. Можно проверить себя и пересчитать количество столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Видите, я могла ошибиться, и сюда нужно провязать еще один. Обрезаем нашу нить, оставляем сантиметров 10, чтобы спрятать потом кончик. Вытаскиваем его из петли. Вот так. Далее нам нужно вязать второй ряд ручки. Оставляем также кончик, чтобы его спрятать. Вот эту первую петлю мы пропускаем, вяжем в следующую, также соблюдая рисунок. Заводим под петлю и в левую сторону. Вот так. Подхватываем нить и вяжем столбики без накида, как и до этого. Теперь в этом ряду нам надо, чтобы получилось 14 столбиков без накида. И получается, мы провязываем вот эту петлю, а вот эту уже не вяжем. Если вы также вяжете из полиэфирного шнура, кончики нужно поджечь немножко зажигалкой, чтобы они не распушились. Провязали второй ряд, считаем также наши петли, чтобы их было 14.
14. Обрезаем нить. И вытягиваем ее. Теперь будем вязать третий ряд. В первую петлю мы не вяжем, вяжем во вторую. Сейчас я еще покажу, как можно спрятать кончики. Я беру такую вот иглу специальную с большим ушком, гобеленовая игла, и буду прятать кончики между рядов сумки. У меня хлопковый шнур, и как полиэфирный я не смогу его поджечь потом и аккуратненько все спрятать, когда буду провязывать здесь. Поэтому я предпочитаю спрятать между стенок подальше. И таким образом я зигзагом спрячу шнурок, чтобы он надежно сидел и его не было видно. Вы можете сделать по желанию. Потом, когда мы будем обвязывать ручки, вы сможете вязать здесь хвостик в эти места. Вяжем третий ряд таким же образом, как и до этого. Оставляем хвостик. Первую петлю пропускаем, вводим во вторую. Ввела случайно броском. И в конце ряда этого также оставляем последнюю петлю, мы не провязываем. Обрезаем кончик 10-15 сантиметров и вытаскиваем его из петли. Таким же образом провязываем вторую сторону ручек, и после этого увидимся и начнем обвязку. Итак, провязали подготовительные ряды для наших ручек с двух сторон. С этой стороны я хвостики не спрятала, покажу еще, как их можно сейчас спрятать. И приступим к вязанию. Снова нужно оставить хвостик для соединения. Нам 3 ряда надо провязать, оставим небольшой хвостик с небольшим запасом, чтобы можно было его потом еще спрятать между рядов. Вводим вот здесь вот в серединку, где-нибудь сбоку, вводим крючок, так же как обычно нашим узором, и вяжем столбиками без накида. Вяжем столбиками без накида до наших ручек. Дошли до наших ступенек. Вот она, это первая петля. В нее также левее берем, заводим крючок и провязываем петлю, чтобы не нарушать наш рисунок. Далее в следующую, вот в эту верхнюю петлю, также вводим в бок. И провязываем. И в третью. Теперь нам нужно набрать воздушные петли для нашей ручки. Теперь нам нужно набрать петли для нашей ручки. Я взяла крючок поменьше и наберу 15 воздушных петель.
набрала петли, и теперь вот мы сейчас будем вязать столбик без накида в первую косичку этого ряда. Здесь мы будем вязать первую петлю в раскол, то есть между столбиков. Следующую вводим в нижнюю, также вводим между косичек, точнее между столбиков, и в третью. Так вот выглядит наша ручка. Далее вяжем по нашему узору, также под нить и левее. Следующую ручку мы обвязываем таким же образом. Вяжем до ручки, также здесь вяжем как по узору, заводим крючок более левее, набираем 15 воздушных петель и далее ввязываем наши хвостики. Во второй ручке также провязали 15 воздушных петель, вводим крючок под последнюю петлю до нашего вот этого ряда. Нужно поменять крючок. И наши кончики, то есть мы вот так вот их положим и вяжем вдоль ряда. Довязываем до вот этого нашего места и делаем как обычное соединение. Начинаем, закрыли ряд, начинаем также вязать, как и обычно. Вяжем до ручек и будем обвязывать ручки. Дошли до ручек. Здесь вяжем также. И просто обвязываем наши ручки столбиками без накида. Таким образом обвязываем ручку до конца. И далее, после того, как обвязали ручку, здесь также нашим узором спустились и дошли до следующей ручки и таким же образом ее ввязали и закрыли ряд. Начинаем третий ряд обвязки. Вяжем также нашим узором до ручки и будем обвязывать верхний ряд ручки. Начинаем обвязку ручки. Вводим крючок под косичку и просто соединительными столбиками провязываем ручку. Также делаем и со второй ручкой.
так вот красиво получается. Я спрятала кончики и отпарила сумку. Вот такая сумочка у нас получилась с прямоугольным дном, с диагональным узором. Вы можете связать такую любым размером, но, естественно, уже понадобится больше пряжи. На большую сумку понадобится примерно 400 метров пряжи. Также можно купить кожаный ремешок под цвет и сюда кожаную заклепку, магнитный замок кожаный. Спасибо за просмотр.